Это был всего лишь вопрос времени. Новый Капитан Америка киновселенной Марвел в лице Джона Уокера стал злодеем. Мы увидели его истинное лицо в 4-м эпизоде сериала «Сокол и Зимний солдат». После событий фильма «Мстители. Финал» Стив Роджерс отдал свой щит и звание Капитана Америка Сэму Уилсону. Но в первом эпизоде сериала мы увидели, что Сэм не принял на себя такую ответственность и отказался от щита. Правительство США решило, что миру нужен новый Капитан Америка и передало щит Джону Уокеру. С самого первого появления в сериале Джон Уокер выглядел весьма любопытным персонажем. С одной стороны, мы видим его как заслуженного солдата, который хочет произвести хорошее впечатление и не омрачить репутацию своего великого предшественника. С другой стороны, мы видим его яростную натуру, которой явно не хватает такой же силы воли и таких же моральных убеждений, которые были у Стива Роджерса. Сэму и Баки не нравится новый Капитан Америка, но ему до поры удавалось балансировать между добром и злом и не проявлять свою истинную натуру. В 4-м эпизоде сериала все встало на свои места. Череда событий привела к тому, что Джон Уокер в облачении Капитана Америка разбивает щитом голову одного из флэксмэшеров. Финальная сцена, в которой Уокер стоит с окровавленным щитом в руках, четко дает нам понять, что героя больше нет. Но почему Уокер стал злодеем? Как это пересекается с комиксами? И как это все отразится на киновселенной? Давайте попробуем разобраться. Изменения в характере Джона Уокера начались еще до событий, показанных в сериале. До сих пор нам давали понять, что Джон был образцовым солдатом, но в 4-м эпизоде открылись новые обстоятельства. Обсуждая время, проведенное в Афганистане, Уокер и Хоскинс вспоминают прошлые события, которые были далеко не праведными. То, что Уокер понимает разницу между добром и злом, говорит нам, что в душе он все-таки не злодей, но мы также понимаем, что в бою он при необходимости может легко поступиться своими принципами. Стив Роджерс никогда не оглядывался на последствия, если какие-то ситуации вынуждали его пойти против своей совести. Зная о прошлом Уокера, мы понимаем, что ему отчаянно необходимо получить прощение за все темные поступки, которые он совершил в прошлом. Нам важно понимать это, чтобы разобраться, почему в конечном итоге новый Капитан Америка стал злодеем. В настоящем, когда Джон стал Кэпом, тоже начались проблемы. Когда Уокер впервые помогает Сэму и Баки во 2-м эпизоде, он отчаянно нуждается в их одобрении, но вместо этого только их раздражает. В последующих эпизодах стало только хуже. Несмотря на то, что Уокер носит костюм Капитана Америка и неплохо владеет щитом, никто не уважает его. Сэм и Баки откровенно над ним смеются. Дора Милаш с радостью надирает ему задницу, и даже напарник Хоскинс возражает ему. Это чувство беспомощности вызывает у Джона Уокера сильнейший комплекс неполноценности, который, наконец, приводит к последствиям, которые мы увидели в конце 4-го эпизода. Такое изменение в характере Джона можно объяснить внезапным осознанием собственного бессилия. В киновселенной четко обозначена разница между простыми военными сражениями и битвами супергероев. Возможно, Капитан Уокер был в Афганистане грозной силой, но в битвах против суперсолдат и Дора Милаш он просто беспомощен, и это правда поражает Джона до глубины души. В итоге, чтобы компенсировать свою неполноценность, он принимает сыворотку, и все его проблемы резко ударяют ему в голову. Превращение Джона Уокера в злодея было неизбежным, но произошло это по ряду причин. Психологические травмы прошлого, комплекс неполноценности, неожиданная сила и полное отсутствие уважения к нему как преемнику Стива Роджерса. Вся эта взрывная смесь рванула, когда к ней поднесли зажженную спичку смерти Лемара Хоскинса. Как близкий и, возможно, единственный друг, Хоскинс сдерживал все худшее, что было в Уокере. Потеря напарника разбудила всех дремавших демонов, и теперь у Джона нет причин сдерживать свой гнев. Путь становления Уокера злодеем в сериале основан на его сюжетной линии в комиксах, но есть и ряд существенных различий. В отличие от своего коллеги из киновселенной, комиксовый Джон Уокер уже был супергероем до того, как получил имя Капитан Америка. Заслуженный солдат армии США получил суперсилы через пауэрброкера, продавца сил, и стал героем, известным под именем Суперпатриот. Джон во всеуслышание заявил, что он лучший Капитана Америка, и раскритиковал действия все еще живого Стива Роджерса. Уже было понятно, что добром это не кончится, но в 1987 году Джон Уокер официально сменил Роджерса на посту Капитана Америка. Поначалу в комиксах Джон был нормальным Кэпом, хотя, как и в сериале, его моральные принципы были далеки от идеалов Стива Роджерса. Уокер жестоко убивал своих врагов и мстил своим союзникам, когда они ему мешали. Поворотом стал момент, когда его родители были убиты сторожевыми псами. Джон обезумел и совсем потерял тормоза.
В конечном итоге Стиву надоело, что Уокер порочит светлое имя Капитана Америка. Он сразился с ним, победил и вернул себе свой титул. А в итоге, несмотря на свое соперничество, Уокеру и Роджерсу пришлось объединить свои усилия в борьбе с Красным Черепом. Потеряв право называть себя Капитан Америка, Уокер обзавелся новым именем – Агент США. И все равно, несмотря на смену имени, моральная гибкость Джона Уокера осталась отличительной чертой этого персонажа. Да, происхождение Уокера в сериале отличается от его истории в комиксах, но первопричины его поведения остаются теми же. Навязчивая потребность в признании и уважении, груз ответственности и смерть близких людей. Когда Джон Уокер убивает Флэг Смешера, за ним наблюдают Сэм и Баки. Причем смотрят они не с осуждением, а с разочарованием в глазах. Само собой, эти два мстителя станут основными врагами Уокера. Они и раньше не горели желанием работать с этим новым Капитаном Америка, особенно после того, как Джон сорвал их встречу с Карли Моргентау. Но теперь, когда они увидели его настоящего, становится ясно, что работать с таким Капитаном Америка нельзя. Так что теперь Сэм и Баки будут не только охотиться на флэгсмешеров, но и пытаться остановить Уокера. Он явно вышел из-под контроля и из пародии на Стива Роджерса превратился в осквернителя памяти о нем. Уокера точно надо остановить. Что касается самого Джона, он явно не сожалеет о своих действиях, гордо возвышаясь над трупом убитого им флэгсмешера. Честно говоря, я бы даже не удивился, если бы пятый эпизод начался с того, что Уокер подмигнул бы толпе, усмехнулся и сказал бы что-нибудь вроде «Ребята, здесь не на что смотреть». Всеми своими действиями Джон приближался к тому, чтобы стать тем, кого в комиксах называют антигероем. Да, он борется с плохими парнями, но его нельзя называть героем ни в каком смысле этого слова. Также интересно, как на содеянное новым Капитаном Америка отреагирует правительство США. В конце концов, на глазах всего мира человек в костюме, раскрашенном как американский флаг, ударил другого человека по голове щитом с символикой страны. Правильным для правительства будет полностью отречься от действий Уокера, послать за ним отряд, захватить и предать суду. В этом случае Уокер, скорее всего, начнет называть себя агент США, как это было в комиксах. Но учитывая циничность, с которой в сериале представлен мир супергероев, вполне возможно, что Белый дом поддержит своего человека. Произошедшее было снято на камеры телефонов десятков любопытных людей, но опытная команда пиарщиков сможет повернуть это в нужную сторону. И тогда правительство, ставшее соучастником жестокого убийства, само станет злодеем. В общем, по какому бы пути ни пошел сериал «Сокол и Зимний солдат», переход Джона Уокера на темную сторону, несомненно, является поворотным моментом для киновселенной Марвел. Смотрим дальше. А на этом у меня все. Читайте комиксы, смотрите комиксы, любите комиксы. Пока!